Копакабасе. Я остановилась в хостеле вместе с ребятами, с которыми мы были на поездке по дороге смерти. И вот сейчас с утра я прыгнула в маршрутку до Копакабаны. Вот. Где-то часа 3, наверное. Чуть все так быстро. Вот. Кроссовки мне вообще до сих пор не высохли. Я думала выпросить, но мне даже до помойки дойти некогда, что я там тут такси, то сейчас быстренько сразу же запрыгнула в маршрутку. Может быть, сейчас по пути высохну, кстати. Они пережили уже много, соль, грязь, вода. Посмотрим, успеют ли высохнуть или нет. Влажность вот такая сильно высокая, точнее, открывается. Так как Копакабана находится на другом берегу, то все переплавляются на лодках. И, собственно, именно из-за этого и трудности ночного переезда, потому что переплавляют часов до 9, по-моему. Поэтому я вчера не смогла уехать. Идем покупать билетик на эту лодочку и продолжим дальше свой путь в маршрутке. Короче, кроссовки так и не высохли. Это просто жесть. Оставляю их на берегу озера Титикака. Может быть, сейчас они просохнут на солнышке, кому-нибудь еще понадобится. Но сочувствуем. Все мы в детстве смеялись на уроках географии. А вот она я. Пересекаю озеро Титикака. И даже не смеюсь. Таким образом продолжается путь. Отдельно люди, отдельно машины. Это еще не Копакабана, но уже рядом. Итак, точнее прибыла в Копакабану. Это главная площадь 2 февраля. Где-то ехала примерно 3,5 часа, весь путь занял. И вот она, я здесь. Больше похожа на лето. Наконец-то! Копакабана городок такой веселый, я смотрю. Спустя 1,5 часа мы наконец причалили к острову Солнца. Ох. Короче, надо подняться наверх. Мне прям уже нравится это приключение. Да здравствует солнце! Я же его так жаждала. Здесь очень много отелей, потому что большинство людей приезжает сюда на несколько дней. Но, собственно, их можно понять, потому что то, что я взяла билет туда-обратно, у меня получается здесь всего лишь час. Потому что очень долго до этого острова добираться. Вот. В общем, не могу добраться ни до одной обзорной площадки.
что там еще идти вот так вот все, зигзагами. Не могли фуникулер построить. Я уже устала. Наконец-то солнце. Этого достаточно. И я решила насладиться видами вот с этой для меня максимальной высоты. Что издеваться над собой, правильно? Я же приехала наслаждаться природушкой и все такое. Какого милаша я встретила. Вот это вроде бы ничем не примечательное фонтан. На самом деле это фонтан инков. Может быть, я зря сделала, что не искупалась в нем до того, как начала свой подъем. Может, это мне придало бы сил. Не знаю. Сейчас попробуем из него испить. Боже. Сейчас все обмочусь. Мочит голову. Может, буду умной. Не по годам. В общем, посмотрим, произойдет ли со мной чудо. Это называется Пилкукайна. Тоже инковское сооружение, древнейшее. Так, еще посмотрим, что там за сборище опять такое. В каждой дырке кто-то есть. В общем, вот такое. Даже не все стали с лодки сходить. Ой. Момент пересечения границы. Сначала боливийская сторона. В общем, все это на автобусе. Поржали, короче, боливийские пограничники над моей боливийской визой. Прям вот вообще не скрывая своих эмоций. Но я поржала вместе с ними. Думаю, ну конечно, куда деваться. Они же такие, блин, на один день с такой карой. Хотя сейчас, мне кажется, у меня кара не лучше. Вот. Но идем, короче, пешочком на перуанскую границу. Пересекаем. Вот. Ой. Такие закат красивые. Надо будет фоточку сделать. Сейчас. Это самое красивое пересечение границы. Шла бы шла.